Здорово всем, с вами Миша и Плюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня продолжаем смотреть замечательное творение российского кинематографа «Опыт Креста 2». Это фильм о колонии для несовершеннолетних, первая часть, по крайней мере, об этом была. Сейчас я не пойму, это то ли общий режим, то ли это до сих пор малолетка. Вот. В общем, второй кусок этого фильма, идет он вот 46 минут. В прошлый раз мы посмотрели 22, давайте вот сейчас, короче, не будем долго, как говорится, базарить. Ставим лайки, подписываемся на канал, если кто не подписан, пишем комментарии, что бы вы хотели, чтобы бывший заключенный, а это я, кстати, если кто вдруг не знаком со мной, обозрел на своем канале, здесь. Что бы вы еще хотели, чтобы я здесь, так сказать, в таком формате посмотрел для вас. Если кто вдруг случайно забрел сюда, я не знаю, бывает такое или нет, то я, несмотря на то, что провел много лет в местах лишения свободы, здесь просто рассказываю свой опыт и вот взгляд, опираясь на этот опыт, на какие-то вещи, в том числе и на криминальные фильмы. Так что видео не несет никакой пропаганды, агитации, я за свободную, спокойную, мирную жизнь и за то, чтобы люди могли исправить свою жизнь в лучшую сторону, так как и я, и все, вперед! Все ребята такие веселые, здоровые. Большое участие в организации, конечно, принимает администрация. Мы хотим поблагодарить их за участие. Это кто? За их теплое отношение к нашим детям. Так, не, ну давайте-ка мы вот это, короче, пропустим, пожалуй, вот эту вот часть. Мы посмотрим что-то более интересное. Песни-пляски эти, знаете, вот эти вот народы в Португалии. Это родительский день, если кто не в курсе. Вот бабушка пришла к зэку, внуку. Да, это все-таки малолетка, потому что видно, что пацаны молодые. Вот. Родительский день — это когда пускают, короче, в зону родственников. Так, родители, приходите. Девку, блин. Девку свою видал. Или кто, мама? Жесть, конечно. И все, ворота закрываются. Следующая станция конечная. Чё? Прошу садиться. Вот они, 4. Я тоже в свое время так вот сидел, тоже у нас было. Трое, я был 3. Первый раз, когда меня судили, у нас было 6 человек по делу, и мы были тоже малолетки. Вот. Но сидел у нас сначала, я сидел, потом еще 2 поймали, они были в розыске, других поймали еще позднее, нас уже осудили. Детки в клетке. Мокруха или что? Давайте угадаем, давайте сейчас поставим на паузу и подумаем, за какое преступление они могут там сидеть. А вы напишите тоже в комментариях, как вы думаете. Я лично думаю, что они кого-то убили. Но какая интригующая просто музыка. Можешь в темпе как-то это все? Вон тетка запотела уже. Вторая спать хочет. Он. Бля. Не сниму. Процесс с 4 убийцами. Ну? Буквально случайно. Я отвечаю, я не смотрел вторую часть. Просто я подозреваю так, что... Что могут делать там 4 человек? Ну, по-любому, что-нибудь там хотели ограбить кого-то и там забили, или там как до смерти, или может на дискотеке где-то кого-то там замокрили. Вот. Ну, как правило, просто малолетки сидят в клетке вот именно по каким-то жестким статьям убийств, либо череда разбоев, череда грабежей, череда краж. Вот, то есть, если человек просто, грубо говоря, там молодой парень что-то спер, пошел, да, вот, то на первый раз его даже в СИЗО не посадят, его под следствием. Его поругают, попугают, конечно, тюрьмой менты, вот, но отпустят домой на подписку и потом дадут условку. Обнаружилось, что эти люди сами себя заразили СПИДом. То есть получается, что Чего? эти дети, которые совершили это безумное преступление, убили фельдшера какими-то медицинскими инструментами стоматологическими. Офигеть. Ко всему прочему, заразили себя СПИДом еще. Как смертных.
Трэш. приговор себе подписали смертный. Я прошу суд задуматься над следующим вопросом. Почему мой подзащитный Буханцев занес Я ничего не понял. Секундочку. Пояснительную бригаду, пожалуйста, сюда. Они убили стоматолога, да? Стоматолог болел СПИДом? И при этом лечил людям зубы? Или как, что? Не, или кто-то, может, еще там из них? Ну-ка, давайте. несколько дней до смерти Сайбарбекова, берет кровь у больного СПИДом и заражает себя? Я думаю, что ответ на этот вопрос дал оперуполномоченный юрист Стативкин, который в судебном следствии прямо указал, что мой подзащитный заразил себя этой болезнью в связи с тем, что не хотел перейти в касту неприкасаемых, то есть лиц, в отношении которых совершен акт мужеложства и которые становятся в местах лишения свободы лицами, всеми угнетаемыми и не имеющими никаких прав. Петухом. То есть. Они себя заразили СПИДом, чтобы не стать петухами на зоне. Не, у нас, конечно, был один раз случай, знаете, но я уверен, что он не единичный. Но там связано, короче, с запрещенными веществами, с употреблением. То есть сидели в буре пацаны, ну, короче, грубо говоря, там в камере, да, а в соседней камере сидел пацан, он сидел один. Вот. Вот он сидел один, потому что, ну, не знаю почему, короче, а соседняя камера, они были вечевые. И они, короче, замутили там отдохнуть, короче, если вы понимаете, о чем я. Вот. А там была дырка такая в стене, кабура называется, через которую зэки общаются. И он, чел, который один сидел рядом в соседней хате, говорит, блин, дайте мне тоже. Они говорят, а у нас шприцы, которые, ну, только наши, как бы, нету чем, ну, как бы, вмазаться. Вот. Он говорит, да пофигу, давайте. Они говорят ему, да мы вечевые все. Он говорит, да ладно, типа, и все. Типа водички промою, и все, из-под крана промыл, все, ну, поставился. Все, ВИЧ. А у него срок 1,5 года был. 1,5 года нормально не мог просидеть, понимаете? Из одного раза. Вот. А эти вообще я не понимаю, чтобы их не чпокнули. А за что? Что они сделали? Значит, они кого-то убили, либо у них убийство сопряжено, скорее всего, с изнасилованием. Возможно, там девушки, может, даже еще и хуже. Вот, давайте смотреть. Ну, давайте, не томите, ё-моё. Чё все так долго-то у вас? Дождь этот крест этот сидит, этот тоже он сопли жует тут. Полфильма. Чего? Чё у тебя не укладывается? Малолетки. Ну, 14 до 18 счет. 16 лет, да? Никто не может понять, почему это, что за мотивация такая. Естественно, то есть психологически понятная реакция, что человек ввел себе вирус СПИДа для того, чтобы избежать, так сказать, как неприкасаемых. Но это тоже не так, потому что я видел, что эти ребята дерзкие довольно-таки, что они за себя могут... да они, может, хоть думали, что, ну, по своей глупости, по малолетке, что им за это будет скощуха. Типа, знаете, как смягчающее обстоятельство, что это болезнь была. Они, может, думали, что их отпустят из-за того, что они больные СПИДом теперь, короче. Но нет, им, конечно, меньше дадут, это будет как смягчающее обстоятельство. Но как бы там вообще в дурку не положили, сказали, вы что? Ну, там, вот что, вот куда, скажите, куда вот их деть? Вот они в свои там 14-16 лет убили человека и заразили себя СПИДом. Что с ними вот делать дальше? Вот куда их деть? Вот все. Что они вот в жизни сделают дальше, если они вот уже с детства такое совершают? То есть у них в башке, я не знаю, у меня в голове, знаете, я как бы потом, когда подрос, уже начал что-то, мне интересно стало там попробовать, что-то веселое. А для где-то до лет 19-20 я считал, что, знаете, даже те, кто... Это для меня были все торчки, потому что я с детства, мне старшаки говорили, лучше стакан выпить, чем что-то там, даже дудку. У нас такой город Синий, Рязань. Привет вам, кстати, ребятки, Синяя Яма. Вот, косопузая. Но, это я говорю к чему, что как бы и то я уже потом, там, когда там подрос, как-то решил попробовать там что-то там, какие-то штуки, но
Такого в голове у меня никогда не было, чтобы, я не знаю, серьезно. Но это проще было, не знаю, просто вздернуться тогда, наверное. Вот. А не заразить себя этой херней просто, чтобы избежать наказания. Что это не такие подавленные, такие сосунки, которые боятся, там, Ну. готовы пойти на все для того, чтобы себя каким-то образом, даже таким нелепым, обезопасить от так называемой этой касты. Ну, давай, Неприкасаемых. петушар. Быть опущенным, как мы говорим. Ну, петухи, да. Нет, это девские, ты же видел их сам. Видел. Я первый раз Че хоть куришь? А, это за зажигалка свою Федор. жизнь Прима. слышу и узнаю вообще о таком, что даже меня, понимаешь, Хм. человека, который уже 12 лет в этой системе плавает, задела за живую. Ведь не просто так эти дети пошли на эту акцию. Надо найти причину. Обязательно. Если, допустим, докопаются до причины, многое прояснится. Да какой-то один дурень там предложил. Вот и, пожалуйста, извините, реклама что-то в этот раз. В прошлый раз я, по-моему, не был. Ну ладно, хрен с ним. Ладно, я понимаю, резать вены, то есть спить. А я вот не понимаю, ребят, серьезно. Ну да, многие как бы занимаются членовредительством, там, находясь в местах лишения свободы, типа как акт протеста. Но на самом деле они не хотят умирать. Те, кто это делает, они делают это наоборот, для того, чтобы от них отстали, чтобы как бы им жилось хорошо. Да, есть такое дело, что когда безвыходные ситуации, там некоторые вскрываются, потому что, ну, менты слишком прессуют, там, либо еще что-то. Вот, то есть, ну, зэки так выражают, короче, ну, так вот, ну, бунтуют, типа того, потому что менты это не любят, да, менты не любят, особенно если там вскрываются там не один-два там человека, а там отряд, например, 100 человек, это да. Вот, блин, слава богу, меня это миновало, участь, я уже как-то рассказывал, мне, короче, тоже там, ну, мы один раз тоже попали в такую прожарку, и нам все сказали, типа, сейчас давайте будем вскрываться всей хатой, короче. Вот, и, блин, ну я уже как бы смирился с тем, что надо будет там, ну, буду скрываться, блин, ну неохота, конечно, было, я сейчас как думаю, ой. Но потом вечером пришла отмена, типа, не будем скрываться. Блин, вообще, я просто сижу такой и думаю еще, блин, мне это все же противно, как хрен знает кому. А я думаю, почему я из-за чего-то там, причем, ну, какая-то херня была, которая вообще меня не касалась, понимаете, скрываться. Я не понимаю, я себя слишком люблю, чтобы себя резать, понимаете, ну. Я хоть понимаю, для чего это делается, но я не такой мазохист, мне не могу у меня в голове уложиться, у меня в голове, что взять себя и кацануть вот так вот, блядь. Я считаю, это ненормально. Хотя многим, хочу сказать, ребят, даже гордятся этим. Ну что они вскрывались там на зоне. Я вскрывался, я там против ментов, типа я ничего не боюсь. Типа я не боюсь себя уродовать. Вот, типа даже этим гордятся. Я не понимаю, в чем вот эта вот гордость, что ты... И не пойму, наверное, никогда. Типа я вот там, чтобы меня менты не трогали там туда-сюда, короче. Вот там вскрывался там, или там мне чай не принесли, там, ни чифера мне не давали в ШИЗО, я вскрылся. Нафиг. Я вот эту херню, я не понимаю. Чем гордиться, чем хвалиться. И как-то могу еще понять, вот я один раз сидел с челом, у него была такая херня, его менты приняли, вот, и вешали на него очень много там всякой херни, вот, и прессовали его в отделе что-то дня или два или три в Рязанском отделе, и он как бы, ну, ему деваться было некуда, чтобы они от него отстали, он взял, вот лампочку разбил и перерезал себе вот всю фигню, я как увидел, честно говоря, вообще чуть, блядь, не блеванул. Вот, ну, это еще я могу как-то вот это понять, потому что, ну, его там, он говорит, блин, меня грузили там всей фигней, менты вообще, опера, вот, просто били, избивали там, и мне там навешали бы, я сейчас, мне был бы срок не 2 года там, а 8. Тут я еще могу как-то понять, но, как правило, вот, ну, вскрываются в местах лишения свободы по таким поводам каким-то вообще, ну, беспонтовым. Ладно, давайте смотреть, сейчас я тут буду разглагольствовать полчаса. Ну и чё? Тетки в шоке, да? Еще и СПИДом заразились.
Я думаю, их уже нет в живых, скорее всего. Давай побыстрее. Музыка это ваша. Сколько им дали, просто скажите. Это мачете. А чем я ему могу помочь? Лекарства очень дорогие, чтобы продлить хоть как-то ему жизнь. СПИД, да, это все. Это даже если организм молодой, а у них молодой, это максимум 5 лет пожить. Максимум. Край. Я не знаю. Ну, я одно только скажу, что любой другой человек в свои 70 лет столько не испытал, сколько мой сын испытал за свои 16 лет. А что он испытал-то? Ведь вы знаете, не только он сам. Каждый, кто проходил мимо него, кто был причастен к его жизни за это время, каждый подталкивал его на убийство. Базара нет, да, тут как бы На я само спорить не убийство и на буду. убийство. Не может быть так, что все было прекрасно там, как в пионерском лагере, а он Чего? ни с того ни с сего взять и вот так вот все сделать. Нет, я в это не поверю. Ну это акт суицида, просто замедленного. Мать жалко, конечно. Мать говорит, что он повидал за 16 лет, сколько там человек за 70 не видел. Вот сколько повидала мать его на самом деле. Вот так вот рожаешь ребенка, растишь его, а он вырастает такое, исполняет. Я вот сейчас, будучи родителем, вообще надеюсь, Господи, прости меня за все, что я делал, и пускай, не дай Бог, это не коснется никак моих детей. И, блин, лучше я готов ответить за все, что я делал, потому что вот говорила мать, вот да, вам во многим, наверное, говорила, вот будут свои дети, поймешь, ты там, да, нахуй, и все, и на улице среди ночи пьяный, сраный какой-то там, пить эту паленую водку, драться с кем-то, да? Было у вас такое? А мать вам, вот, где ты ходишь там? Ты ж, да ладно, что со мной будет, приду, погуляю, все, да отстань, все, я пошел, мне надо, я пошел. А мать тебе говорит, вот, будут свои дети, будешь переживать. Вот сейчас вот эти слова, вот только сейчас, я спустя лет 20 своей жизни и 12 лет, проведя в местах не столь отдаленных, я понимаю то, что имела в виду моя мама. И сколько она натерпелась. Вы не снимайте меня, понимаете ли? Ты меня снимаешь? Ты меня снимаешь? Меня снимаешь? А это кто? Это кто был? Что за кипиш? Покажите наших детей! Вы что делаете? Вы не имеете права! А? Вы не имеете права, это журналисты! Вы не имеете права! Не имеете права, отдайте! Я буду свидетелем, если что! Не уходите, давайте вызывайте прокурора! Прокурора вызывайте! Бунт, кипиш на зоне. Что за кипиш? Камеру не трогайте камеру. Нельзя. Я предупреждаю, 5 метров подойдете к закрытому объекту, будем применить соответствующим законом действия. А что за бунт? Что за кипиш? Материал. Не, ну стрелять по малолеткам не будут. Сразу говорю, вот скажу вам честно, даже резиновыми пулями по ним стрелять не будут. Даже когда подавляет бунт во взрослой колонии, вот насколько я знаю, не берут с собой оружие огнестрельное. Берут маски в панцирях, там, встаем черепахой, там все дела, дубинал, собак, бронзбойды, короче, загоняют. Вот все, вот так давит бунт. Потому что, если они зайдут с оружием, если кого-то из зэков застрелят, это все равно надо будет как-то объяснять, понимаете? А вдруг зэки отберут как-то оружие, и уже там начнется другое дело. Так что стрелять в никого не будут. Стрелять могут при побеге, и то, блин, ну не точно. Я знаю один случай, когда человека в жопу ранили, короче, это на Пскове было. Вот.
И то это было за месяц до того, как я приехал, мне там пацаны рассказывали. Вот. А так вообще как бы оружие особо не применяется, ребят. Вот. Ну вот так вот в зонах. Да, как ни странно, там сидит 1000-1500 зэков, и оружие есть там у 4 вертухаев. И даже если бунт начался, там зэки будут с заточками, там не знаю с чем еще, там с какими-то взрывпакетами, там еще с чем-то, то менты зайдут туда максимум с резиновыми дубинками и с этими собаками. А уж тем более они не будут стрелять в малолеток. Да я председатель Вот они. Олимпийского комитета. Все было хорошо у нас. И сделали им чеханы, и все сделали. Мы не знаем даже, что случилось. Вот. Что так тихо-то? Я приехала передачу передавать. И вот тут столько машин и все. И ничего не можем. Что за кипиш-то? Только сказали вот так вот. Уже все, их колотят уже. Подавляют бунт. Вот и все. Вот сидят зайчики. Я просто, ребят, не знаю, я получал по жопе дубинкой. Я так никогда не выступал. На малолетке у нас был такой, что менты лютовали. Но мы или на голодовку садились, или там сообщали смотряги за тюрьмой. Вот, он приходил, у него есть такая возможность, была, по крайней мере, раньше, ходить по следственному изолятору, и он разбирался. Он прям, я помню, к нам заходил 2 ночи подряд пьяный воспитатель на малолетку, и, короче, нас лупил такой деревянной киянкой. Она сделана для того, чтобы проверять решетки, типа, ну, там на месте они все нормально стоят или нет, бьют. И вот он нас, короче, лупил этими палками. Вот, первый день вечером, вторую смену он зашел к нам бухой опять что-то. И вот он всю малолетку вот так вот 2 дня подмолаживал бухой. И после этого мы просто там, ну, со всеми соседними хатами договорились там и отписали, короче, положенцу. Вот, он был из рязанских бандюков, не буду называть его имя, и погонял, но дядька был хороший. Вот. Я его достаточно хорошо знал. Вот. И, короче, он когда пришел к нам, зашел этот крендель с фингалом зашел этот воспитатель, и он он говорит, видите, больше, говорит, он вас не тронет, или я ему руки сломаю. Ну, там серьезный авторитет был. Не то, что сейчас, знаете, где-то там менты ставят кого-то, где-нибудь там сами там непонятно кто. Там был такой дядька серьезный, что просто, там, я не знаю, к нам, помню, как-то приехала комиссия из Москвы, тоже маски шоу, все дела, вот. И выкинули у него, короче, пуфик кожаный, и журналы там были, Playboy, Максим, короче, туда-сюда, вот. И он выскочил на коридор московской этой комиссии, говорит, ты что, говорит, типа, охуел? Говорит, положи обратно, говорит, или ты сегодня в собственном подъезде же отсосешь. Тот стоит, смотрит на начальника тюрьмы, говорит, это что такое? Это, он говорит, это, короче, тут у нас, он говорит, быстро, там раз какого-то шныря, говорит, иди занеси ему. Такая была фигня, то есть, ну, а вот такой канители у нас, слава богу, не было. Че так тихо-то, звук такой тихий? Меня, наверное, слышно громче. Можно записать 15 моментов положительных, а 1 отрицательный. Положительный отложить в сундук, а 1 отрицательный показать. И мнение по этому одному отрицательному фактору просмотрит миллионы населения. Да, потому что люди любят говно. Понимаете? Я знаю это. Я же никому не секрет. Вы поймите правильно, никому не секрет. Столько детей здесь сидит. Кстати, ребят, пока не забыл, есть, короче, вариант посмотреть с моими комментариями видео про отрицал. Есть, короче, видосы, где типа отрицалово на ментов газует. Если хотите, тоже напишите в комментах. Ну и лайки проставьте уже, лайки кто не проставил. Как бы ни было, какая бы у нас прекрасная обстановка не была в августе месяце того года, правильно? Сколько бы мы мероприятий не провели, но однако события произошли. Правда, я был в отпуске, но как бы позвали, все это нормально закончилось, но факт есть факт. Что-то послужило, где-то какая-то искра. А вы помните, это дети. Угу. Это все курит сидит. Все никак Она не исправляет. не накурится.
сидит. Она просто дает пищу для ума. Ребят, я, конечно, извиняюсь, но это просто очень, сейчас очень мне напоминает фильм, знаете какой? Спец. Ты сказал своим людям, что я, если что, буду стрелять. Вот что-то из этой серии, я не помню, что он там говорил, но реально прям вот сейчас что-то меня откинуло к этому фильму. Вы смотрите, как он базарит. Различные сроки наказания. Какая реклама? Изолирует просто от общества на какое-то время. Какие Теле2? Какие Теле2? Давай, до свидания. 5, 10, 15, 20, 25 лет. Человека исправить в системе строгой изоляции это невозможно. Это Какой ты нереально. умный. Простите меня, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. Жесть. Шли, блядь, А чё? гулял, там курить собрался, а там, смотри, О, все. А что, крыша или что, СИЗО? О, оружие, смотрите, оружие. Все-таки оружие. С Дальнего Востока корейцы эшелонами направляли, в Киев бросали их, да? Вот, и вот сейчас одна из героинь, которую ее допрашивают, НКВД, как раньше было место КГБ, да? Вот взяли, значит, одну из героинь, она вот, как видите, уже после пытки. А, её кино ведут тип в снимает, камеру. а оружие Вот этот момент, бутафорское, поэтому, я не знаю, у походу. вас, естественно, не должно быть, наверное, улыбок, жвачек в то время не было. Да, если вас вдруг вы попадете в камеру. Яростно, А, Шурме один, Шурме. Однажды в Америке я встретил ее. Брэндон Ли, Джеки Чан и Майкл Дудиков в фильме. Больше этого не повторится. Больше этого не повторится. В фильме больше этого не Когда я снимал повторится. первый фильм «Опыт креста», я задал вопрос, что бы ты снял в колонии, заключенных задавал эти вопросы. Если бы у тебя была видеокамера. Очень Трусы. любопытно было бы узнать, что люди видят вообще. Через, вот, так сказать, четырехугольник видоискателя. Ну и что, тебе ответили? Вот, ну, многие-то, если помнишь, говорили, сняли бы жестоко, сняли бы быт. Ну, вот Гайкалов единственный человек, который меня поразил с глубиной мысли. Он сказал, что ни одному человеку в мире еще не удалось снять приготовление зэковской баланды. Но для этого нужна особая жаропрочная видеокамера, которую нужно опустить в котел, где варится баланда, и тогда мы получим потрясающие кадры, где вот эти продукты питания обычные разрушаются, издают звуки и превращаются в нечто однообразное. Естественно, он имел в виду людские судьбы. Да, нормально, что. Люди, Баланда как они меняются. изнутри. возможно, после того, как звучит, признать виновным, приговор, это в этот самый момент в человека вселяется какой-то бес, понимаешь, который на протяжении всего срока ведет его, понимаешь, всякими тропами тернистыми, вот, испытывает, искушает. И вот, ну, чем слабее человек, то есть, чем он морально устойчивее, тем он просто, знаешь, он сильнее опускается. Очень многие... Он просто херню несет, на самом деле. Этот крест, херня. А вот этот пытается как-то что-то в этом найти, знаете. Где-то я смотрел, по-моему, в Comedy Club, что ли, знаете. Что человек просто, на самом деле, ну, просто какую-то херню несет. А этот вот, который пытается во всем увидеть какое-то там двойное дно, подтекст какой-то, смотрит, говорит, о, он там гений. Знаете, есть некоторые такие там непризнанные какие-то или там признанные в определенных кругах художники, режиссеры, которые снимали вообще хрень собачью. Но некоторые критики говорят, здесь глубокий смысл. Да нет там никакого смысла. Он просто хотел тебе показать, как баланда просто готовится изнутри. Просто. Если бы он мог, он себе в камеру бы засунул в желудок, показать, как она переваривается еще. Сейчас вот он сказал, что в человека бес какой-то вселяется, когда ему дают срок, типа на суде и оглашают приговор. Только ли он вселяется и внушается не в это время.
Он вселяется в то время, когда ты уже в голове у тебя созрело совершить преступление. Типа судьи такие хреновые, они вот в бес в тебя вселили тем, что приговор тебе, да? Приговор за преступление за твое. А до этого кто в тебе был, сидел, когда ты преступление совершал? И я в том числе также. Ангелы меня направляли на путь преступный. Так что ли получается? А судья в меня селил беса и в тебя, да? За то, что дал мне срок. О как! Молодец! Они отмечают. И ты тоже сидишь, вот седые яйца уже у тебя, вон, борода, это все, тебя облапошивают просто как лоха. Ты в МММ там не вложился в это время или куда, не знаю. Что там было еще? Там было как это, забыл Березовский этот, что он там делал-то? Автогермес или как это называлось, короче. Ты 100 пудов, тебе развести 5 секунд вообще, я не знаю, живой ты мужик или нет. Лопух просто, лопух. Какое-то тягостное такое воздействие, какое-то непонятная сила. Кого ты жалеешь? Вроде бы ничего не делаешь, устаешь. Кем ты восторгаешься, товарищ? Что он сделал хорошего, этот крест в своей жизни? Скажи, не знаю. Я не считаю вот себя хорошим человеком. Несмотря на то, что мне пишут много хороших комментариев и поддержки. Я не считаю себя хорошим человеком. Ну, не знаю, я хотя бы могу несколько примеров привести, что я пытаюсь что сделать, чтобы как бы хоть что-то в моей жизни были какие-то хорошие поступки. Что он сделал хорошего? Предложил тебе баланду снять просто изнутри, вот эту вот камеру туда бросить и показать, как там варят сосиски с редиской, да, на бульоне поросячьем. Вот это да, вот в этом смысл такой великий. Этим будут восторгаться наши предки. И дети будут гордиться, то, что папа их снял баланду изнутри, да? И ты, там, кто там у тебя есть, не знаю, уже внуки, наверное. Такое впечатление, что вот эти люди выделяют какую-то энергию отрицательную. И она как естественно, старина, естественно. Она в зонах прям пачками. Это что, это мы не будем смотреть, это как они там в бане моются. Все формы и методы, они правильные, если будет положительный результат. Поэтому, когда сюда батюшка ко мне приходит, говорит: Александр Александрович, что вы делаете? Это же иноверцы, они там вот это самое, там сектанты там и так далее, и так далее. Я говорю: батюшка, извините, мне разницы нету. Опять же, вот вспомните первую часть. Первую часть «Опыт креста», первую серию фильма этого, когда я разбирал. Я сказал, что им, людям, там, всиновцам, людям в погон, им без разницы. Им без разницы, кто приходит: баптисты, свидетели Иеговы, там, не знаю, кто еще там, какие там есть, я забыл, протестанты. Вот. Им без разницы. А это, кстати, не есть хорошо. Вот я, как человек православный христианин, я говорю, что это не есть хорошо. Потому что я видел, как эти сектанты в зонах отжимали хаты. Вот верьте, хоть хотите мне, хоть нет. Да, отписывали хаты. У них отжимали. А может, и администрация была в теме. Я не в курсе. Мне не докладывают. Но такое было. Детям нравится с ними общаться? Детям Дети нравится. их любят? Вы их в блуд водите. За то, чтобы не совершать преступление. Все. Еще в эту, как их, отправьте, как она называется, я забыл, американская это. Да не лютеранство, как она. Саентология, где он, Том Круз, как раз, Джон Травольта. Вот. Люди, кто в теме, понимают, что это такое вообще. Что это за организации, скажем так. Потому что по Конституции каждый человек, он должен обладать и заниматься тем, что ему нравится. Да что вы говорите, какой ты умный тоже, да? То есть в этом плане, да, пожалуйста, вот мы вам пускаем, вот общайтесь. А что-то вот другое по Конституции, что там положено вам, по закону зэкам, вы очень много чего не предоставляли в то время и не предоставляете сейчас. Зато всяких баламутов туда пустить, это за здрасте, это пожалуйста, это всегда. Они же выведут на путь истинный. Общество. Угу. Мне нравится очень один пример. Медвежья услуга это называется. Товарищ, кто ты там у нас? Генерал. Я не разбираюсь в погонах. Капитан он. И были очень сильные морозы. И он смотрел на улицу и видел там замерзающих. Сейчас будет. Аллилуйя. Вы знаете, он видел этих замерзающих птиц. Это было его любящее сердце, он любил этих животных. И вы знаете, сердце его плакало. И он выходил, смотрел, он им часто махал рукой и звал их. И говорил:
Залетайте ко мне, у меня много места, у меня тепло. Что это за У него история? было достаточно тепла для всех этих птиц, чтобы согреть. Но вы знаете, птицы, они не понимали его. И одна за одной они погибали. Может быть, пройдет то время, пускай то слово, и Бог напомнит вам, что Он любит вас, и что Он давно ждет вас. И Он 6 хочет, минут чтобы вы осталось. пришли к Нему. И Он возьмет вас на руки Ну давай. и поведет в жизнь вечную. И сколько им влупили-то, покажите. Сейчас будет развязочка. Им дали лет, наверное, думаю, Обращаясь по к 8. последним словом, я надеюсь, что вы не предвзято подойдете. Ребята, вот, кстати, я на последнем слое, вообще, честно вам скажу, вот можете меня обвинять, может нет, я ничего не говорил. Я серьезно, я говорю, мне нечего сказать суду. Да, я там, не знаю, либо, если там была доказательная база, да, я признавал вину, говорю, мне сказать нечего суду, я вину признаю, все, и жду приговор. Потому что, поверьте мне, на самом деле оно ничего не значит. Они уже все решили, сходили. То, что ты там говоришь, хоть ты там сейчас вот упади и валяйся, плачь там на коленях, все, они уже пришли с приговором, ребят. Они с приговором пришли. И приговор этот был уже давным-давно готов. Это все просто формальности. Но некоторые люди, ну тем более, вот считают это последним шансом в местах лишения свободы, типа поплакаться на последнем слое. Вот. Не знаю ни одного случая, чтобы последнее слово тронуло судью до такой степени, чтобы он как-то там снизошел до какого-то такого, что типа, блин, да ты нормальный вообще чувак, иди домой, иди домой, идите, ребята, идите домой все. Ждете понесения справедливого приговора. Цена ошибки слишком высока, человеческая судьба жива. О снисхождении ко мне не прошу, так как считаю себя частично виновным в совершении данных преступлений. Частичным виновным это тоже очень плохо. Ребят, есть 3 степени вины. Признаешь вину полностью, не признаешь вину и частично признаешь. Больше всего судьи не любят, когда ты признаешь вину частично, особенно если вина твоя доказана полностью. Ты либо не признаешь ее и доказываешь свою невиновность, либо признаешь полностью и говоришь, да, ребят, все, виноват. Вот судите как есть, полностью признаю. Вот. Полное признание вины, это, кстати, тоже смягчающее обстоятельство. Но, как только ты признаешь вину частично, судья такой, ага, то есть ты, здесь вот прокурор изложил все твои показания, все доказательства, а ты себя считаешь виноватым не до конца, то есть ты человека, там, не знаю, разрубил на 10 частей, там, и, не знаю, за Nokia 3310, но ты считаешь, что это не вся твоя вина? Что ты там типа как-то виноват наполовину? Ну вот посиди вместо 5 лет 8 и подумай, насколько ты виноват. На половину, частично или нет, или на все. Содеянным сожалею. Приношу свои соболезнования. Помните, что у меня мать. Она одна, и мне еще надо ей помогать во всем. Да, но только надо было об этом думать раньше. Я хочу сказать только о том, чтобы мне не давали общий режим, так как на общем режиме я не исправлюсь и еще натворю кучу делов. Че ты несешь? В пионерском лагере в этом, я сидеть там не буду. Все поволокло волка. Чтобы мне не давали общий режим в пионерском лагере. А ты кто? Ты кто? Ты сам где был? Ты вот сколько отсидел сроков в пионерском лагере? Ты, волк, матерый. Я, говорит, там сидеть не буду, делов натворю. Ты еще и угрожаешь там сидишь? Ты дурак. Тебе дадут, наверное, мне кажется, больше всех. Переведу все равно в строгий или в какой-нибудь построже режим. А на общем режиме я просто не освобожусь. Больше ничего не будет. Я тоже хочу попросить, уважаемый суд, что приняли во внимание то, что я болею СПИДом. И то, что я заразился, на эти были, но это были причины. И если я буду 12 лет сидеть, я не освобожусь, потому что так долго. Может, и живут, но не там, а не в тех местах. Старичок, ну тебя же никто не заставлял. Ты же сам заразил себя.
Нифига ты условия здесь какие выдвинул. Мгм. Я не... Если у тебя башки нет, ты и 12 лет и здоровым ты не просидишь. А если просидишь, выйдешь, все равно ты будешь без башки. То есть, ну, если в башке пусто, за 12 лет там, ну, ничего не появится. Потому что, ну, не положили. Хочу там умирать. Все, больше ничего. Не хочешь умирать, да? А это, я так думаю, хоронит того врача, который тоже, скорее всего, не хотел умирать. Сегодня в наших рядах среди нас нет нашего товарища, коллеги, А, мента убили. но его подвиг был глубоко, высоко оценен не только всеми сотрудниками, коллегами, односельчанами, жителями всей республики. Он для нас герой. Не, ребят, ничего не говорите мне, знаете, там кто-то там типа, вот, да ты сам преступник, сидишь тут умничаешь, что-то там, да, их там осуждаешь кого-то. Ребят, для меня всегда, и вот повторюсь, и миллион раз еще, для меня убийство это всегда было табу и есть. То есть я считаю, что человеческую жизнь отнять никто не вправе. Только при единственном раскладе, таком, когда либо ты, либо тебя я могу, либо там твоей семье угрожает опасность, я могу это как-то еще оправдать. Вот. И, кстати, зачастую люди, которые сидят там вот на зоне, они, у них вот такие вот убийства, знаете, как сказать вам, ну, неоправданные, не то что неоправданные, беспочвенные, понимаете. Вот они его убили там вообще за какую-то фигню, скорее всего. Я видел, там убивали за стакан, там кому-то меньше налили там вот на пьянке. Вот. За телефон, за цепочку там золотую, там еще что-то, за там пошел нахуй слово. Ну вот с такую херню просто убивали человека. Молодого. Вот с такой херню там сидят. Наспор я видел, наспор убивали кого-то. 2 баб там убили ребята. Вот. Такие дела. Чтобы вы понимали, о чем речь. Все мы вечно будем помнить его героический поступок. Ну тут что-то запутано, я ни хрена не понял. Какое имеет отношение врач этот? Они убили врача или убили от этого военного, или военный был врачом? Я так и не понял. Встал. Все, да, походу, встал. И конец сейчас будет. Да. Сейчас он себе подварит чефирок. Все, прощаемся, ребятки. Последние секунды. А нет, еще 3 минуты. Тут не очки там. Очечь Собчак. Да подожди, тогда и стынет. Это что? Что это? Совсем как в другом мире. А, вот он, молодой. В краю падших ангелов. Вот. Но этих ангелочков, которые упали в грязь, не нужно втаптывать дальше. Ведь когда человека начинает втаптывать в грязь, он отворачивается от всех, уходит в себя, тем самым он порождает зло, озлобленность на весь свет, на весь мир, на всех людей, на человечество. Вы вот развозите одно и то же. Михаил Гайкалов находился 5 лет в детской колонии, 2 года отбывал за хранение огнестрельного оружия, в 99-м, 12 годам за убийство друга по пьяной драке. Ну вот, пожалуйста, я же говорю, вот. Друга по пьяной драке убил. И где он сейчас? За ней неохота. Надоело. За неохота. Так. Евгений Плотников.
6 лет в детской колонии, совершил тройное убийство. Отбывает срок в колонии строгого режима, от съемок отказался. За тройное убийство и тоже 100 пудов за какую-нибудь шляпу. Семью вырезал там. За тройное убийство как по жизни не дали ему еще. Мы сразу этой же ночью флягу мороженое трамбанули. В колонии зарубил топором учительницу. Отбывает срок в колонии строгого режима, от съемок отказался. Охренеть, зарубил топором учительницу. Жесть. Вот вам дети, пожалуйста. Дети, ребята. Вы, я уверен, многие из вас, кто смотрит это кино, взрослые люди, взрослые мужики, не все, наверное, можете видеть, как, например, зарежут свинью, или кому-то делают операцию, или там какие-то фильмы ужасов, да. Я, например, не люблю все это дерьмо, которое я перечислил. Но вот эти вот люди преспокойно могут зарубить топором учительницу, будучи в возрасте детей практически. Не говоря о том, что как бы что они могут совершить сейчас, если они живы. Но, знаете, в жизни, жизнь такая штука, в ней много дерьма на самом деле, да. Это в нашем детстве мы все это не видели, видели только Дисней-клуб по воскресеньям, у бабушки отдых летом и прочее. Веселье. Тетрис, Дэнди. То, что вот это все творилось, там бандитские войны, вот эта вся херня, мы этого все не видели, слава богу. Вот узнаем только сейчас, что было еще. А дерьма очень много в мире. Очень много. Фемида тоже слепая. У них. Хоть и без повязки. Ну все, что, ребят, на этом вот закончилось. Так я и не понял, сколько дали этим ребятам, которые заразились СПИДом, где они сейчас, чего. Но в принципе, фильм просто показывает ужасы нашего мира. И не более того, подводя итог, вот что я вам хочу сказать. Он не несет никакой морали, да, типа преступление и наказание, пожалуйста. Вот люди совершили то-то, то-то, теперь они сидят. Искалечили жизнь себе, замокрили там кого-то, совершили там жесткое преступление, будучи малолетками. Вот и весь как бы посыл этого фильма. Вот. Если вам понравилось, ребята, обязательно дайте знать. Блин, нифига себе, почти 50 минут выпуск этот, но из-за моих эмоций, не знаю, смогли вы посмотреть его весь или нет. Обязательно давайте обратную связь, пишите, ссылки на ВК, Инстаграм, ТикТок, все как всегда в описании, лайки, подписки, прочая фигня, ссылки в описании, в ссылках. Короче, в описании и в закрепленном комментарии найдете много интересного. А с вами был Миша Виплюшка, надеюсь, этот фильм также послужит для вас уроком, для многих, как бы, и докажет мои слова о том, что там действительно все-таки очень хреново. Вот. Слава богу, я оттуда выбрался, и я желаю никому из вас туда не попасть. Все, давайте, берегите себя. Увидимся.